Глава 34. Сэлянь промолчал. Цзюню покачал головой и добавил. Как я и думал, ты сам не знаешь этого. Он слегка повернул голову, делая Сэлиню знак следовать за ним, и небожители неторопливо направились во внутренние покои дворца Шэню. Цзюнь ушел впереди, сложив руки за спиной, и на ходу говорил. «Синьлы, ты повзрослел». Разумеется, Сэлянь не нашел в себе достаточно смелости что-то ответить на эту фразу. Цзюню продолжил. 800 лет назад перед отправкой в мир смертных я просил тебя не забывать почаще связываться со мной, не барахтаться в грязи одному. Но как только ты покинул небеса, от тебя не было ни одного послания. В итоге ты в одиночестве внизу замучил себя до смерти. Теперь же со времени твоего вознесения прошло уже много дней, но ты ни разу так и не посетил дворец Шэню, не сообщил о прибытии. Прояви кто-то другой подобную неучтивость, дворец Линвэнь мог бы немедленно привлечь его к ответственности. Однако вещи, за которые Сэлянь просил прощения, этим не ограничивались. Цзюню, разумеется, все прекрасно понимал, поэтому добавил. Если ты только что извинялся за ту пару порезов мечом, не стоит вспоминать о них. Это ведь твои слова, после нанесенных ран все начисто будет забыто. Сэлянь горестно усмехнулся. «Разве подобное можно забыть?» Цзюню бесстрастно ответил. «В таком случае, смотри вперед, в будущее. Существует еще множество дел, в которых мне требуется твоя помощь». Сэлянь потер точку между бровей и произнес. «Синьлы теперь всего лишь мусорное божество. У меня недостаточно магических сил, чтобы кому-то пригодиться. Лишь бы не путался под ногами и не добавлял проблем. Цзюню, к чему это самоуничижение? Ведь после возвращения ты прекрасно справился уже с двумя непростыми задачами, разве нет?» Сэлянь печально вздохнул. «Боюсь только, что, стоило мне вернуться, как я тут же навлек на себя гнев генерала П. Цзюню, Мингуан не станет искать расплаты. Я присмотрю за ним, об этом не беспокойся. Но, Цзюню развернулся. Лучше расскажи, внимание какой исключительно поразительной личности ты привлек, спустившись в мир людей на этот раз». Сэлянь вскинул руки и заговорил. «Владыка, клянусь, я ничего не делал. Всего лишь однажды случайно встретил одного очень интересного юного друга и провел с ним некоторое время, но ни о чем таком и не помышлял». Цзюню кивнул. «Случайно встретил юного друга, непревзойденного князя демонов. Синьлы, ты наверняка представляешь себе, каким мог быть итог, продолжи генерал Пэй расспрашивать, и скажи ты то же самое на глазах у остальных. Никто бы не поверил тебе». Сэлянь беспомощно ответил. «Синьлы понимает, поэтому я должен поблагодарить владыку за то, что вовремя помогли мне выбраться из затруднительного положения. Но вы ведь не собираетесь по-настоящему допрашивать меня. Я бы никогда не вступил в сговор с миром демонов. Вы напрасно беспокоитесь. Цзюню, разумеется, я знаю, что ты никогда не вступишь в сговор с миром демонов». «Сэлянь, благодарю за доверие, владыка». Цзюню добавил. «И все же, у меня для тебя было важное дело, которое теперь, боюсь, я не смогу тебе поручить». «Сэлянь, какое дело?» К тому моменту они уже оказались во внутренних покоях дворца Шэню. Внешняя и внутренняя часть дворца разделялись огромной картиной. На лицевой стороне был изображен Золотой дворец, который высился на самой вершине бескрайнего моря облаков, окруженный белоснежным сиянием. На обратной стороне красовались необъятные земные просторы, горные цепи и великие реки. Если поднять голову повыше, то можно было разглядеть, что картина инкрустирована множеством мелких жемчужин, словно россыпью ярких звезд. То были отметки местоположения дворцов Шэню в мире смертных. Каждая жемчужина на картине означала место, где построен дворец Шэню. 800 лет назад, когда Цзюньку впервые привел сюда только что вознесшегося Сэляня, жемчужные звезды сияли далеко не так плотно друг к другу. Теперь же яркие жемчужины на карте равномерно покрывали почти все, что попадало в поле зрения, создавая картину прекрасную и удивительную. Цзюню, остановившись перед картой, указал на определенную местность на востоке, затем произнес. 7 дней назад многие своими глазами видели, как в диких горах недалеко от этого места взвился в небо пылающий огненный дракон.
Выражение лица Сэляня немедленно сделалось серьезным и сосредоточенным. Цзюньву, заведя одну руку за спину, другой легко постучал по точке на карте. Огненный дракон горел целый час, после чего исчез. Его успели увидеть множество людей, однако никто не пострадал. Ты понимаешь, что это означает? Сэлянь, техника огненного дракона, взывающего к небесам. Пламя горит сильно, но людей не ранит, лишь взвивается ввысь огромным драконом. Это призыв о помощи. Цзюньву, именно, призыв о помощи, и кроме того, исходящий от небожителя верхних небес. Сэлянь, к тому же, отправленный небожителем, находящимся в совершенно безвыходном положении. Принц сделал такой вывод, поскольку техника огненного дракона, взывающего к небесам, формирует мощнейший поток пламени, который тем не менее не должен нанести вреда людям. Подобный маневр неизбежно задействует немалую часть магической силы. Одно неосторожное движение, и можно лишиться всех магических сил без остатка, что чревато серьезными последствиями. Поэтому подобный сигнал о помощи подавался лишь в самом крайнем случае. Его появление означало лишь одно: пославший сигнал находится в критической ситуации, из которой нет иного выхода. Сэлянь спросил, не было ли в последнее время в чертогах верхних небес случаев бесследного исчезновения небожителей. Цзюньву ответил, сегодня я созвал всех не только по поводу инцидента в крепости Баньюэ. Что еще более важно, я использовал эту возможность для выяснения местонахождения всех небесных чинов. И кроме тех, кто часто ведет затворнический образ жизни, к примеру, повелителя дождя или земли, остальные небожители, даже если не смогли присутствовать сегодня, на призыв все же ответили. Помолчав, Сэлянь задал еще вопрос. Возможно ли, что это небожитель какого-либо прошлого созыва, ушедший на покой, который не относится к нынешнему пантеону божеств? Цзюньву, в таком случае, сфера поисков многократно расширяется. Многие небожители, ушедшие на покой, не выходили на связь уже долгие годы. В таком случае совершенно не представляется возможным узнать, кто именно подвергся опасности. Наверняка духи литературы из дворца Линвэнь в последнее время занимались именно этим вопросом до черных кругов под глазами и неспособности стоять на ногах. Ничего удивительного, что никто из них не мог выделить и минуты на поиски юноши с поветрием ликов с горы Юйцзюнь. Сэлянь произнес, наверняка неизвестный, который довел небожителя до состояния, когда тот готов подвергнуть себя немалому риску, но послать сигнал о помощи, представляет из себя серьезного противника. Возможно, неподалеку от местности, где появился дракон, имеется гнездо нечисти или иное место, где она собирается в больших количествах. Цзюньву ответил, имеется, и весьма близко. Ты, должно быть, слышал о призрачном городе. Сэлянь, недолго поразмыслив, ответил. Слышал, призрачный город является самым оживленным и шумным местом мира демонов. И находится на границе между двумя мирами, людей и демонов. Разнообразная нечисть слетается сюда для заключения сделок. Это место, где темная сила цветет буйным цветом. Иногда более-менее одаренные магическими способностями заклинатели промышляют торговлей в призрачном городе или же приходят, чтобы разузнать кое-какие сведения. Даже некоторые чиновники небесных чертогов, нарядившись для маскировки, захаживают туда из любопытства или же по иным причинам, которые нельзя знать больше никому. Изредка по ошибке забредают ничего не смыслящие живые люди, и если их не сжирают или не снимают шкуру живьем, бедняги сбегают, перепугавшись до полусмерти. Призрачный город имеет древнюю историю, конечно, не такую древнюю, как Сэлянь, и все же в мире людей о нем ходит множество легенд. К примеру, вот одна из самых классических страшных историй. Однажды ночью путник увидел впереди шумный и красочный рынок, горящий ярко-красными фонарями, и, радостно улыбаясь, вошел внутрь. Внутри он заметил, что все люди вокруг него носят маски, либо лохматые и всклокоченные, либо несравнимо уродливые. Путнику подобное показалось странным, но, не придав этому большого значения, он купил себе тарелку лапши, уселся и приготовился есть. Схватив палочки, путник запихнул порцию лапши в рот, прожевал и почувствовал что-то странное. А когда наклонился посмотреть, что же это такое, то увидел тарелку, полную шевелящихся черных волос.
Отрывая принца от размышлений, Цзюнь увернулся к основному вопросу. Увидев столб огня, я немедля послал подчиненных, чтобы обыскать местность, но ни единой зацепки обнаружено не было. Существует большая вероятность, что пославшего сигнал утащили в призрачный город. Однако между небесными чертогами и миром демонов существуют четкие разграничения, без достаточных доказательств мы не можем вторгнуться туда. Поэтому в этот раз мне нужен небожитель, способный тайно спуститься с небес на разведку. Сэлянь произнес, нельзя вспугнуть противника раньше времени, поэтому вы не объявили о случившемся перед всеми небожителями, собравшимися во дворце Шэню, во избежание утечки сведений, верно? Цзюню ответил, именно так, Сэлянь, в таком случае, владыка, Синьлэ ожидает приказаний. Цзюню, я сперва намеревался поручить это дело тебе. Но боюсь, что тебе будет несподручно взяться за него. Сэлянь, почему мне может быть несподручно? Цзюню, во-первых, восточные территории находятся под управлением Лан Цаньцу. Если ты отправишься туда, тебе неизбежно придется сотрудничать с ним. Сэлянь, это для меня не представляет трудностей. Прошу, не беспокойтесь. Цзюню, во-вторых, тебе известно, кому принадлежит власть над призрачным городом. Сэлянь на миг замер. Неужели Хуачену? Цзюню неспешно кивнул. Когда предчувствие Сэляня оправдалось, он вдруг подумал еще вот о чем. Столб пламени поднялся в небеса 7 дней назад. А ведь именно тогда Хуачен покинул монастырь водных каштанов. Время совпало весьма точно, неизбежно напрашивался вопрос, возможно ли, что вышеуказанные события как-то связаны друг с другом. Цзюню произнес. Судя по всему, отношения между вами наладились неплохие, но дело даже не в этом. Бояться следует лишь одного, что он как-то замешан в данном происшествии. Если тебе в тягость, я не настаиваю. Но если у тебя есть иные предложения или подходящая кандидатура исполнителя, можешь свободно высказываться. Сэлянь все-таки ответил. Я возьмусь за дело. У меня сложилось мнение, что собиратель цветов под кровавым дождем не из тех, кто будет утаивать злые намерения. Цзюню, посмотрев на принца, произнес. Синьлэ, я понимаю, что у тебя есть свое мнение на этот счет. Но мне также известно, что ты всегда оценивал других с положительной стороны. Услышав эту фразу, Сэлянь улыбнулся. Вы говорите так, словно я, маленькая принцесса, которая ни разу не выходила за порог своего дома. На данный момент подобное описание совершенно мне не подходит. Цзюню покачал головой. Мне не следует осуждать выбор друзей, с которыми ты водишься. Но я все же кое-что скажу. Остерегайся Хуачена. Услышав его слова, Сэлянь слегка склонил голову, прикрыл глаза и замолчал. Ему следовало бы сразу ответить «слушаюсь», ведь подобный ответ был для него обычным делом. Вот только это «слушаюсь» принц по какой-то причине не захотел произносить. Цзюню добавил, в особенности остерегайся его зловещей сабли. Сэлянь, почему? Цзюню ответил, изогнутая сабля Имин, проклятый клинок, приносящий несчастье. Чтобы выковать подобное оружие, непременно требуется принести бесчеловечную жертву, а также обладать жестокой решимостью. Не дай ему коснуться себя. И не дай себя поранить. В противном случае, результат предсказать невозможно. Сэлянь в душе ощутил неизвестно откуда взявшуюся уверенность в том, что Сань Лан не станет ранить его своей саблей. Но на словах все же ответил. Синьлэ все понял. Цзюню мягко кивнул. Поручив это дело тебе, я вне всяких сомнений буду спокоен за его успех. Было бы прекрасно, если бы тебе не пришлось сталкиваться с затруднениями. Но все же боюсь, что в одиночку придется нелегко. Кого из небожителей ты бы хотел избрать в напарнике? Поразмыслив, Сэлянь ответил. Кого угодно, лучше, конечно, чтобы по характеру он был довольно уживчив. И чтобы магическими силами обладал немалыми и в любой момент мог одолжить мне немного. Цзюню улыбнулся. Первым же условием ты перечеркнул кандидатуры Наньяна и Сюаньчжэня. Это уж точно. Возьми хоть Фэн Синя, хоть Му Цина, характеры обоих нельзя назвать уживчивыми. Сэлянь тоже улыбнулся. Цзюню спросил, какие сейчас между вами отношения? Вы все еще не поговорили.
Цзюньву никогда не состоял ни в какой сети духовного общения, и потому, разумеется, не был осведомлен, о чем целыми днями судачат небожители. Сэлянь ответил. Перекинулись парой фраз. Цзюньву, уже столько лет прошло, и всего-то пара фраз. Чуть не забыл, я слышал, что во время последнего вознесения ты разрушил немало золотых дворцов бессмертных чиновников, и среди них был дворец Наньяна. Сэлянь в оправдание произнес. Я все возместил. Я полностью возместил 888 десятков тысяч добродетелей. За этот шанс мне следует поблагодарить владыку, ведь вы отправили меня на гору Юйцзюнь. Цзюнь уже возразил, тебе лучше вознести сердечные благодарности Наньяну. От Линвэнь я узнал, что впоследствии он лично отправился в ее дворец с частным визитом и сказал, что от тебя не требуется возмещение добродетелей на строительство его нового золотого дворца. Сэлянь застыл как вкопанный и пробормотал. Об этом я ничего не знал. А он-то думал, как у него вышло так быстро вернуть целых 888 десятков тысяч добродетелей. Оказалось, из этого количества вычли недурную сумму. Ведь тогда именно дворец Наньяна пострадал серьезнее всего. Говорят, половина золотой крыши обвалилась. Цзюню произнес. Наньян просил Линвэнь ничего тебе не говорить. Разумеется, ты не знал. Но все же, раз уж он не хотел, чтобы ты узнал об этом, лучше продолжай делать вид, что тебе ничего не известно. Сэлянь не мог объяснить, что почувствовал в тот момент. Разнообразные эмоции мощным потоком заполнили его сердце, разрозненно сменяя друг друга. В конце концов, он неслышно вздохнул и подумал. В этом мире любые предупреждения вроде «ни в коем случае никому не рассказывай», всего лишь пустые слова. Цзюньву, на пару мгновений задумавшись, произнес. Наньян и Сюаньчжэнь не подойдут. Тогда как насчет Повелителя Ветров? Сэлянь, Повелитель Ветров прекрасно подойдет. Вот только не знаю, согласится ли отправиться со мной. Цзюньву, Повелитель Ветров обладает недюжинной магической силой, а также бойким нравом, очень любит заводить новых друзей, что весьма подходит под твое условие уживчивого характера. В прошлый визит ко мне Повелителя Ветров я услышал весьма неплохую оценку, данную тебе. Я считаю, кандидатура достойная. Если у тебя больше нет вопросов, отправляйся в призрачный город вместе с Повелителем Ветров, разузнай все как следует. И еще, Сэлянь, что такое? Цзюньву медленно произнес. Ты можешь приложить усердие, но не стоит перетруждаться. Услышав такой совет, Сэлянь на какое-то время нерешительно замер, затем с легкой улыбкой ответил. «Ну что вы такое говорите, я не перетруждаюсь вовсе». Цзюньву похлопал принца по плечу и сказал. «Можешь пока вернуться во дворец Синьлы передохнуть. Я прикажу оповестить Повелителя Ветров». Сэлянь удивленно замер на мгновение. «У меня нет достаточного количества добродетелей, чтобы выстроить дворец. А прежний дворец Синьлы давно снесен. Откуда взяться еще одному? Цзюньву, я приказал построить для тебя новый. Ты ведь не можешь все время тесниться в том крошечном ветхом монастыре». Покинув дворец Шэню, Сэлянь направился вместе с младшим подчиненным Цзюньву к новому дворцу Синьлы. Этот дворец выглядел почти в точности таким же, как и прежнее место обитания принца на небесах. Красные стены, покрытые глазурью, образ великолепия и благородства. Но принц, долгое время простояв снаружи, совершенно не нашел в себе желания входить внутрь. Все-таки божеству всяческой рухляди больше подойдет в качестве жилья ветхий монастырь. В столь великолепном божественном дворце, который так и сияет тщеславием, ему теперь не место. Так он и слонялся у ворот, ожидая прихода Повелителя Ветров. К его удивлению, спустя довольно долгое время принц так и не дождался заклинательницы в белых одеждах. Вместо нее явился заклинатель в белом. Небожитель этот имел вид бодрый и воодушевленный, вокруг него так и парили эманации божественности. Это был тот самый Цинсюань, который только что помогал ему отразить нападки Пэймина во дворце Шэню. Взмахнув метелкой из конского волоса, он с улыбкой произнес. «Приветствую ваше высочество наследного принца». Сэлянь также улыбнулся и ответил. «И я приветствую друга на тропе самосовершенствования». На самом деле принцу очень хотелось спросить, кто же он такой.
Но все же Селиню показалось, что подобный вопрос собеседник мог посчитать бестактным, и потому решил незаметно полистать книгу и поискать в ней небожителя, которого зовут Цинсюань. Как вдруг этот небожитель подошел ближе и произнес: «Идемте, прогуляемся с вами до мира людей». Селянь, удивленно посмотрев на него, ответил: «Уважаемый друг, я здесь кое-кого ожидаю». Услышав ответ, собеседник заткнул метелку из конского волоса за ворот заклинательского одеяния, повернулся и удивленно спросил: «Кого еще вы ожидаете?» «Селянь, я ожидаю повелителя ветров». Небожитель в белом удивился еще сильнее. «Но ведь я стою перед вами». Брови Селяня подскочили наверх. «Вы, повелитель ветров». Собеседник раскрыл веер, обмахнулся им и ответил: «Я, повелитель ветров, разве в этом приходится сомневаться? Неужели вы не знали, кто я? Вы никогда не слышали имя повелителя ветров Цинсюаня?» В его голосе слышалась такая прямота и уверенность, словно незнание Селянем его личности казалось ему делом совершенно невозможным. На лицевой стороне веера оказался иероглиф «Ветер», на обратной — 3 потока свежего воздуха. Разве можно было усомниться, что именно этим веером обмахивалась та самая заклинательница в белых одеждах? Селянь внезапно вспомнил. Я упоминал, что в чертогах верхних небес некоторым небожителям особые требования предписывают владеть в совершенстве техникой перевоплощения, а Наньфэн тогда в государстве Баньюэ обронил незаконченную фразу. Очевидно, что повелитель ветров всегда, что, был мужчиной. Собеседник потянул Селяня за собой, но даже сделав несколько шагов, принц все еще не до конца принял данный факт. Он задал вопрос: «Послушайте, ваше превосходительство, почему в прошлый раз вы предстали передо мной в образе заклинательницы?» «Повелитель ветров. А что, выглядело некрасиво?» «Селянь, красиво». Но повелитель ветров просиял. «Какие могут быть «но», если выглядело красиво? Главное ведь — красота. Разумеется, именно по этой причине я и принимаю образ женщины». Затем он словно внезапно о чем-то вспомнил, одним движением сложил веер, окинул Селяня оценивающим взглядом и спустя мгновение произнес: «Кстати говоря, в этот раз для проникновения в призрачный город нам ведь тоже понадобится маскировка, да?» Селянь,